Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара, и это видео мастер-класс по вязанию сумочки Tote с узором шишечки. По размеру сумочка получается шириной 30 см и высотой 25 см. Также в описании под видео я оставлю ссылку на свой магазин Wildberries, где вы можете приобрести фурнитуру для вязания сумочки. Что же касается пряжи, вы можете использовать любую пряжу, которая у вас есть дома, или купить похожую пряжу, как я использую в этом мастер-классе. Я желаю вам приятного вязания и подписывайтесь на мой канал. Материалы для вязания сумки я использовала полиэфирный шнур толщиной 2 мм. Мне понадобилось 400 метров, но лучше иметь в запасе еще 50 метров примерно. Крючок для вязания номер 4 и номер 3 для того, чтобы прятать кончики нитей. Фурнитура для сумочки круглый магнитный замочек, у меня цвет золота. Также в нашем магазине есть фурнитура всех 4 цветов: золото, серебро, бронза и черный. Полуколечки шириной 2 см, 4 штуки. И готовая цепочка с карабинами длиной 120 см. Также пластиковая канва. Подойдет в принципе любая канва, лишь бы у вас в отверстие хорошо входил крючок для обвязки. Этот лист шириной 50 сантиметров и высотой 40 сантиметров. И мы начинаем вязание. Оставляем короткий кончик, набираем цепочку 33 воздушные петли. Далее у нас будут идти два вида узора: узор волна и узор шишечки. Вначале вяжем узор волна. Первую петельку пропускаем, в следующую петлю мы вяжем полустолбик с накидом. Во вторую петлю вяжем соединительный столбик. В следующую петлю опять повторяем узор, вяжем полустолбик с накидом. И в следующую петлю соединительный столбик. Опять полустолбик с накидом, соединительный столбик. И так мы с вами продолжаем вязать до конца ряда на 32 петли. Получается, мы вяжем 16 пар таких узоров. Закончились, вяжем последний раппорт узора, полустолбик с накидом и соединительная петелька. В конце каждого ряда делаем воздушную петлю для подъема следующего ряда. Итак, у нас получилось 16 пар узоров волна, 32 петли. В следующем ряду вводим крючок только за дальнюю полупетельку и вяжем столбиками без накида 32 петли.
В третьем ряду снова повторяем. За обе полупетельки вводим крючок и вяжем 1 полустолбик с накидом, 1 соединительная петля, 1 полустолбик с накидом, 1 соединительная петля. И так продолжаем вязать до конца ряда все 32 петли. В следующем ряду вяжем только столбиками с накидом за дальнюю полупетельку 32 петли. Далее продолжаем, повторяем опять вязание этих двух рядов. Сначала вяжем ряд с узором волна, полустолбик с накидом и соединительная петля, полустолбик с накидом и соединительная петля. И так продолжаем до конца ряда 32 петли. В следующем ряду вяжем за дальние полупетельки только с столбиками без накида 32 петли. Итого мы связали с вами всего 6 рядов, 3 пары узора волна. Далее вяжем узор шишечки. Вначале провязываем 2 столбика без накида, затем вяжем столбик с накидом не до конца, вставляем петлю на крючке, вяжем еще один столбик с накидом и третий столбик с накидом в одно основание. Теперь через все петли провязываем одну петлю и далее в следующие петли вяжем 2 столбика без накида. И таким образом у нас получается узор шишечки. Повторяем узор шишечки в одно основание, вяжем 3 столбика с накидом не до конца, держим петли на крючке. Затем через все петли провязываем одну петлю и затем вяжем 2 столбика без накида. Так мы продолжаем вязать до конца ряда, должно получиться 10 узоров шишечки. Между всеми узорами по 2 столбика без накида. Итак, мы заканчиваем этот ряд. В конце, после последнего 10-го узора шишечки у нас идет 2 столбика без накида. Давайте посчитаем. Должно получиться 10 узоров шишечки. И следующий ряд вяжем за обе полупетельки столбиками без накида 32 петли. Далее мы повторяем узор волна. Он у нас состоит из двух рядов. Один ряд это непосредственно сам узор, и второй ряд это просто столбики без накида за одну полупетельку.
Далее мы повторяем узор шишечки, который тоже состоит из двух рядов. Первый ряд это сам узор и второй ряд просто столбики без накида. И далее давайте еще раз мы провязываем узор волна, который состоит из двух рядов. Закончили. И провязываем еще раз узор шишечки, который тоже состоит из двух рядов. Далее мы с вами продолжаем. Вяжем только узор волна. Всего 6 раппортов узора в высоту, то есть получается 12 рядов. Вот мы закончили, связали 6 раппортов узора. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Каждый раппорт состоит из двух рядов, значит у нас должно быть 12 рядов. Теперь мы вяжем опять узор шишечки, который чередуется с узором волна. Таких мы вяжем с вами 3 раппорта узора. Итак, мы закончили, связали 3 раппорта узора шишечки и между ними по одному раппорту узор волна. И теперь у нас остается только край, здесь мы вяжем 3 раппорта узора волна. Итак, мы закончили с вами, довязали последние 3 раппорта узора волна и у нас готова одна сторона сумки. Здесь у нас 3 узора, затем у нас 3 узора шишечки, 6 узор волна, 3 узора шишечки и еще 3 узора волна. Давайте измерим нашу сумочку. Получается длина 30 сантиметров и высота 24 сантиметра. Далее мы берем нашу пластиковую канву. И здесь мы тоже измеряем 30 на 24 сантиметра и отмечаем маркерами. Отметили маркерами, теперь нам нужно вырезать прямоугольник. Я вырезаю его обычными ножницами. Прикладываем нашу вязаную сумочку поверх пластиковой канвы и нам нужно их соединить, провязываем по краю вместе. Я соединяю уголки вместе друг с другом, чтобы мне было легче вязать. Для обвязки я использую крючок потоньше, у меня это крючок номер 3. Вначале делаем воздушную петлю, затем вводим крючок за край первой петли, провязываем столбик без накида.
Затем также вводим крючок за вторую петлю и через канву тоже провязываем столбик без накида. Итак, мы продолжаем вязать до конца, до угла. Здесь у нас по краю было 42 петли, значит, нам нужно провязать 42 петли. Я закончила, провязала 42 петли. Давайте посмотрим на обратной стороне. Здесь мне пришлось пропустить некоторые клеточки, потому что количество клеточек было больше, чем 42. И я просто их равномерно, некоторые клетки пропустила, не вязала в них. Теперь мы переходим на другую сторону. Здесь нам нужно на углу сделать 3 петельки в одно основание. Одну мы уже связали и вяжем еще 2 петли в эту же угловую петельку. Закончили, связали вот 1, 2, 3. Теперь мы переходим на другую сторону, и здесь у нас было 32 петли по краю, значит, мы провязываем 32 петли. Здесь количество клеточек тоже может быть больше, чем количество петель, поэтому некоторые клеточки мы просто пропускаем. Мы закончили и провязываем в угловую петлю еще дополнительные петли, чтобы перейти на другую сторону. Мы вяжем 3 петли в одно основание. И у нас осталось еще 2 стороны сумки. Здесь мы провязываем петли и здесь провязываем петли самостоятельно. Мы закончили, провязали с вами все петельки. Не забываем про то, что на уголках у нас идет по 3 петли в одно основание. Теперь мы вяжем последнюю петельку, первую петлю. И таким образом у нас получается, что в первом уголке у нас также 3 петли в одно основание. Сейчас, когда мы будем закрывать эту петлю, мы ее заводим так, чтобы у нас образовалась сверху еще одна дополнительная петля. И получается у нас 3 петли в одно основание на уголке. Снова измеряем нашу сумку. Длина 30 сантиметров и высота 24 сантиметра. Теперь нам нужно связать точно такую же вторую часть сумки. И ее мы тоже соединяем с пластиковой канвой. И вот у меня готовы обе части сумки. Далее мы вяжем ручки для сумки. Оставляем длинный кончик примерно 20 сантиметров и набираем 36 воздушных петель. Пропускаем первую петельку, начиная со второй петли, вяжем столбиками без накида 35 петель. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда
И в следующем ряду за обе полупетельки вяжем столбиками без накида 35 петель. Итак, далее мы с вами продолжаем вязать, вяжем до высоты пятого ряда, точно так же, как предыдущие ряды, по 35 петель в каждом ряду. Мы закончили, связали 5 рядов. Теперь делаем в конце воздушную петельку, прикладываем 2 края вместе и провязываем через 2 края столбиками без накида 35 петель. В конце оставляем кончик нити примерно 20 сантиметров и отрезаем его. И я придаю ручке форму полукруглую, цилиндрическую. Теперь беру полуколечко и с помощью тонкого крючка пришиваю полуколечко к ручке сумки. Беру второе полуколечко и пришиваю его с другой стороны ручки сумки. Также нам нужно связать точно такую же вторую ручку для сумки и пришить к ней полукольца.
Давайте измерим нашу ручку. Получается длина примерно 29 сантиметров. Далее мы вяжем боковины и донышко для сумки. Оставляем короткий кончик, набираем цепочку 13 воздушных петель. Если у вас больше, чем 400 метров пряжи, вы можете сделать боковинки пошире, набрать, например, 16 петель. Пропускаем первую петельку и, начиная со второй петли, вяжем столбиками без накида 12 петель. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку, и кончик нити мы можем поднять, чтобы спрятать в следующем ряду. В следующем ряду вяжем тоже столбиками без накида 12 петель за обе полупетельки. И далее мы продолжаем точно так же в каждом ряду вяжем по 12 столбиков без накида. Итак, мы с вами продолжаем вязать на необходимую нам высоту. У меня это 114 рядов. Итак, я закончила, связала 114 рядов по 12 петель в каждом ряду. Здесь я отметила петли начала и конца присоединения боковины. Здесь у нас были 3 петли, я отмечаю среднюю петельку. И здесь тоже у нас были 3 петли, я отмечаю среднюю петельку. Если посчитать петли между маркерами, то получается 114 петель. У вас количество может немножко отличаться, может быть 115 или 116. Это не принципиально важно, вы просто вяжете боковину на количество рядов столько, сколько у вас количество петель по краю сумки. И далее вот так прикладываем боковину позади сумки и вяжем вначале воздушную петельку, затем соединяем две части вместе. Ввожу крючок в ту петлю, на которой стоит маркер, это средняя петля. И здесь я ввожу крючок за крайнюю петлю в первом ряду. Вот у нас идет первый ряд, вот его крайняя петелька. И провязываю соединительный столбик. Не слишком туго вяжем. Далее опять ввожу крючок за одну полупетельку на сумке и за крайнюю петельку во втором ряду на боковине сумки. И вяжем соединительный столбик. Ну и так далее. Продолжаем. Здесь у нас идет уже третий ряд. Делаем соединительный столбик. Четвертый ряд. И так далее. Мы продолжаем вязать соединительными столбиками все 114 петель.
Мы закончили, присоединили одну сторону сумки к боковине. Теперь мы ниточку не отрезаем, расширяем петлю и закрываем ее. А нитку мы просто переносим в виде протяжки на другой конец боковины. И с этой стороны точно так же мы присоединяем все петельки друг к другу, 114 петель. Здесь я хотела вам показать, как будет выглядеть протяжка. Вот у нас протяжка нитки. Она не должна быть слишком короткая, тугая, но и не должна болтаться. И точно так же, как с противоположной стороны, здесь мы также соединяем соединительными столбиками 114 петель. И так продолжаем полностью до конца этого участка. Итак, мы закончили с вами, присоединили вторую часть сумки к боковине. И далее у нас идет соединение с ручками сумки. Я поставила маркеры на те места, где у нас будут присоединяться ручки сумки. Сейчас я вам все расскажу. Итак, от начала ряда мы отсчитываем 10 петель. Затем 4 петли идет у нас для полукольца. Далее 16 петель. Еще 4 петли для второго полукольца. И еще 10 петель до конца ряда. Вначале я ввожу крючок в угловую петлю и провязываю столбик без накида. Далее продолжаю, ввожу крючок в середину петли галочки, чтобы узор был более плотный по краю, тоже вяжу столбиками без накида. Так провязываю 10 петель. Далее мы присоединяем ручку для сумки. Вот это у нас передняя часть, которая будет видна, а это у нас внутренняя часть. И я прикладываю полуколечко и провязываю через него 4 петли, тоже узором галочки. Далее вяжем 16 петель.
Далее провязываем следующие 4 петли через второе полукольцо. И довязываем оставшиеся 10 петель. Теперь здесь точно так же, как в начале ряда, мы провязываем одну петельку в угловую петлю. Теперь переходим на боковую сторону, и здесь мы вяжем 12 столбиков без накида. При этом протяжку мы прячем внутри петелек. Переходим на другую сторону. Здесь тоже в угловую петлю провязываем столбик без накида. И затем мы продолжаем вяжем узором галочки, точно так же, как с другой стороны присоединяем вторую ручку сумки. Также мы довязываем вторую боковину. Мы закончили, связали с вами этот ряд, присоединили вторую ручку сумки. И мы вяжем последний ряд, вводим крючок за одну полупетельку и провязываем соединительный столбик. Также в следующую петлю опять вводим крючок за одну полупетельку и вяжем соединительный столбик. И так мы продолжаем вязать по окружности всего верха сумки. Мы закончили, связали с вами последний ряд, и теперь мы можем отрезать кончик нити. Закрываем последнюю петельку. Кончик нити надо будет аккуратно спрятать внутри петель. Также на этой сумке у меня будет планка с портфельным замочком, поэтому мне осталось связать еще короткую планочку для середины сумки. Итак, у меня осталось немножко пряжи. Я оставляю длинный кончик примерно сантиметров 35-40. Набираю цепочку 6 воздушных петель. Пропускаем первую петельку, начиная со второй петли, вяжем столбиками без накида 5 петель. В конце каждого ряда делаем воздушную петлю. В следующем ряду вводим крючок только за одну полупетельку и вяжем столбиками без накида 5 петель. И начиная со следующего ряда все ряды вяжутся одинаково. Вводим крючок за крайние полупетельки из двух предыдущих рядов и вяжем 5 столбиков без накида до конца ряда. В следующем ряду, как я и говорила, точно так же вяжем за 2 полупетельки из двух предыдущих рядов.
Итак, мы с вами продолжаем вязать в высоту 15 рядов по каждой стороне. Итак, мы закончили, связали 15 рядов. И с противоположной стороны у нас получается 14 рядов. Теперь кончик нити отрезаем и прячем его внутри петель последнего ряда. И теперь берем наш замочек и устанавливаем замок на планку. Прикладываем планку посередине верха сумки и с помощью пластиковой иглы я пришиваю планку к сумке. Далее мы берем магнитную кнопочку, и здесь у меня выяснилось, что усики короткие, не проходят до конца через всю толщину пряжи, поэтому я беру 2 ниточки, примерно по сантиметров 20, и устанавливаю их на кнопочки. И теперь кончики нити продеваю на внутреннюю сторону сумки и внутри их завязываю попарно друг с другом. И нам осталось только сшить подкладку для этой сумки. Я сшила подкладку. В описании под видео я оставлю ссылку на другой мастер-класс. Там мы шьем подкладку для похожей модели сумки. Единственное, что вам нужно будет правильно измерить свою сумку и сшить по своим размерам. И мне осталось только прикрепить цепочку к сумке.
И вот моя сумочка полностью готова. Мне очень нравится этот узор, симметрия в сумке. Сумка получилась достаточно легкая, но при этом вместительная. И красивый рельефный узор придает ей дополнительный шарм. Давайте измерим сумку. У меня получается ширина 30 сантиметров и высота 25 сантиметров. Я надеюсь, вам понравился этот видео-мастер-класс. Подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы не пропускать новые видео. Также подписывайтесь на мой Instagram, TikTok, где я делюсь с вами короткими лайфхаками по вязанию. Я желаю вам приятного вязания. Обязательно делитесь вашими работами, фото и видео в Инстаграме и отмечайте мой аккаунт nitka.kz. До новых встреч!